Приветствую любителей предметно-материальной истории и подлинного антиквариата. Я Алексей Виткалов и Сергей Нагин. Сегодня будем беседовать о фальшивом антиквариате, его дальнейшей судьбе в руках его новых владельцев. А снимаем этот ролик мы в замечательном отеле «Бристоль». Это огромный отель, наполненный антиквариатом, и, наверное, на юге России это самый большой антикварный магазин, в котором представлено около 1000 различных предметов интерьера и мебели. И самое интересное, что по антикварным традициям с мебелью нужно переспать или с антикварным предметом. И отель «Бристоль» как раз предоставляет эту возможность. Можно поспать с этими креслами, буфетом и понять, твоя это энергетика или тебе не спится с этими креслами рядом. Ну, а мы продолжаем наш цикл бесед о фальшивом антиквариате, о подделках, о том, как их выявлять. И наши дискуссии, думаю, будут интересны не только начинающим коллекционерам, но и уже бывалым, но заблуждающимся, так скажем, в некоторых моментах, ввиду отсутствия каких-то фаз образования. Но об этом лучше Сергей расскажет. Он непосредственный участник этих процессов, сам коллекционирует монеты, реставрирует не только монеты, но и награды. У него в буквальном смысле золотые руки. Я тому неоднократный свидетель, часто обращаюсь для того, чтобы что-нибудь починить, восстановить. Пожалуйста, Добрый Сергей. день, уважаемые зрители, уважаемые коллекционеры. Да, сегодня будет как раз таки беседа о том, насколько фальшивый антиквариат, насколько поддельные изделия, насколько копии, которые не соответствуют никакому классу и уровню, пытаются втюхать обычному обывателю. Даже именитые коллекционеры тоже ошибаются, потому что эпоха подделок и фальсификатов не стоит на месте. Существуют определенные рода приборы, соответственно, которыми пользуются недобросовестные, скажем так, жуликоватые умельцы. Ну, как их по-другому еще назвать? Фуфлодеятели, жуликоватые умельцы, мастера-аферисты, так называемые, экстра-класса, которым, казалось бы, дар дал в руки, так сказать, силу, чтобы можно было работать в нормальном направлении, а они выбирают немножко иной путь. Вот. Ну и что касаемо, значит, вот именно фальшивых монет, коснемся именно эпохи, допустим, 19 века. Ну, то есть фальшивые монеты всегда были, есть и будут. То есть их производили в любое время, и в сегодняшний день это, как говорится, очень даже часто, вернее, зачастую бывает. Вот. Но, а что касаемо 19 века, у них, значит, по своей деятельности фальшивомонетчики, они не использовали родной металл, то есть они примерно использовали аббревиатуру монеты, соответственную той эпохи, но абсолютно не использовали тот материал, который должен быть. Допустим, если серебряный рубль, смысл им было тратить это серебро, оно тоже стоило денег, и, соответственно, они эти монеты могли делать либо из цинкового сплава, что самый дешевый, грубая такая, фальсифицированная монета, фальшивая, медно-никелевые, латунные, но со слоем посеребрения, то есть визуально монета серебряная, на самом деле там только слой посеребрения, а начинка... Даже если царапаешь, будет белый металл. Да, латунник, человеку будет казаться, что это серебряный. Потому что они делали довольно толстый слой посеребрения. Ранние монеты они делали посеребрение путем ртутного, либо ртутное золочение, либо ртутное посеребрение. То есть вот такой вот. А уже более позднее гальваническое. Уже когда гальваника появилась, то есть гальваническое покрытие. Вот. И, соответственно, они пытались тоже, на монете есть такая защитная сетка, называется гурт. По поводу вот этой вот защиты, разные типы гуртов, их постоянно меняли. То есть, допустим, фальсифицируя монету, фальшивомонетчики, они, допустим, умело подделывали один вид гурта,
Потом меняло государство другой вид, они также стремились к этому и к этому. И Они только научились Да, подделывать, да. да? И, соответственно, так же, как и сейчас, денежная система тоже меняется. И бумажные деньги, и металлические, то же самое, они как бы и подделываются. Но государство стремится, наоборот, как бы усилить вот эти вот, ну, допустим, водяные знаки, к примеру, которые сложно подделать. Или, допустим, к примеру, аббревиатуру монет, мелкие какие-то там детали, которые не смогут прорисовать так точно. Ну, гурт, он же тоже появился для защиты Да, от да, обкусывания да, монет. гурт, да, соответственно, да, это вот как бы, скажем, первый признак, который именно вот появился. Раньше был гладкий гурт, но он и ни к чему как бы не обязывал. Гладкий гурт, он и гладкий гурт, там большого умения не надо подделать. И когда уже появились там сетчатые, шнуровидные гурты или уже пунктирные, а после написания, то есть количественного, допустим, металла, если это золото или серебро в золотниковой мере, то также эти же буквы с таким же наклоном пытались сделать. Но дело в том, что очень сложно это подделать. Еще раз скажу, что есть грубые подделки, есть высококачественные. Потому что технология не стоит на месте, и они, как правило, я думаю, что, как это будет не прискорбно сказано, это не искоренить, к сожалению. Ну, потому что вот такой вот человеческий фактор. Ну, что делать? Вот, в принципе, даже, ну, вот, допустим, взять эпоху У Екатерины. тебя там, извини, перебью, Да. среди примеров подделка античности какой-то я видел. Да, вот Ну, то среди... есть с момента создания первого артефакта появились Да, любители да. такой же артефакт Да, бабахнуть, конечно. раз он ценится. Конечно, они брали, допустим, подлинную монету, соответственно, эту монету они формовали, ну, допустим, глина или еще какая-то среда, и отливали. Вот. Допустим, если монета была серебряная, к примеру, они добавляли туда различные материалы, ну, к примеру, медь или еще какие-то ингредиенты. То есть понижали пробу. И, соответственно, как бы на уровне этого они выдавали ее как за подлинную. В общем, как Да. из колбасы убрать мясо. Да, и Набить оставить ее туалетной бумагу, бумагой. да, то же Отлично. самое. Слушай, ну вот, Ну. наверное, расскажи нам сразу про вот эти фальшивки, чтобы не тянуть время и Да. не ждать людям, где же там самые такие интересные моменты, как выявлять подделки. Я думаю, здесь прям наборчик такой, Да, он вот прям как ликбез зайдет. Неплохой, да, такой наборчик подобрал. Вот. Ну, такая, скажем так, грубая фальшивка. Это вот монета рубль эпохи Николая I, 1834 год, сделанная из цинкового сплава. То есть тут присутствие, ну, свинцово-цинковый сплав. Ну, для того, чтобы... Свинец для веса. Да, для веса, для того, чтобы монета была, ну, как бы полновесная, то есть ты ее То берешь, есть ты с весами не расстаешься, я так понимаю. Да, весы, скажем так, весы это первый признак, ну, скажем, один из первых признаков, когда хотя бы первоначальный этап можно будет как-то От чего-то обезопасить себя, отталкиваться от чего-то, что да. вес ровно совпадает. Да. Если не совпадает, насколько может не совпадать? Очень по-разному, из какого материала была изготовлена монета. В процентах. Бывает, если, допустим, вот монета серебряная 900 пробы, естественно, пробу занижали, соответственно, вес уменьшался. То есть, если пробу, грубо говоря, значит, понизили на 10%, то плюс-минус примерно там, ну, грамм-полтора уходило там, ну, образно, от нормативного веса. Ну, может, чуть меньше уходило, но Смотри, все а равно. такой момент, вот, допустим, грамм уходил, да? Да. Ну, то есть не хватает там грамма Да. серебра, ну, пускай даже 3. Ну, ты как 3 сделать? А я бы взял и сделал чуть больше диаметра. Правильно, они делали, значит, толщину, то есть по диаметру она как бы должна соответствовать, но толщина, она как бы незаметна. То есть, если, допустим, грубо говорить, 3 миллиметра образно, к примеру, толщина монеты, то если она будет 3,1 миллиметр, да, то они будут вес, ну, как бы приводить к изначальному фактору веса, да, к монетной стопе, а проба-то ниже. А как измерить? Там же разная толщина. То есть, получается, нужно измерять именно дно
всей плоскости монеты, Ну, где и- 3 миллиметра. Да, я так образно говорю, там по-другому измеряется это как бы, если монета с неровными, к примеру, поверхностями Вот или я чекан тем, да. неровный, это очень Или рисунка сложно. много Да, там. это очень сложно. Дело в том, что определяется, допустим, проба, ну, по старинке раньше определяли, допустим, золото на воду, на вытеснение, то есть плотность, так сказать, вот. И существуют определенные коэффициенты, которыми пользуются для расчетов. Я этим пользуюсь Вот. вот, Да, и очень я эффективно. скажу, что это даже, ну, пускай не самый эффективный, но очень эффективный способ по определению. Да, сейчас, Объясни, пожалуйста, зрителям, что это вообще такое. значит, способ В 2 словах. ну, в 2 словах заключается. Гидроскопический. Гигроскопический способ, он в том, что существует определенная проба металла, и на определенную пробу металла есть свой коэффициент. И когда взвешивается монета до, к примеру, В воздух. и потом, да, в воздухе, и потом помещается в воду, и, соответственно, да, вода должна быть абсолютно идеально, значит, чистой, без примесей. Ну, дистиллировка Дистиллированная желательно, да. вода, да. Ну, это как бы один из факторов, который более улучшает, именно дистиллированная вода. Соответственно, высчитываются коэффициенты, и по таблице смотрится, какой коэффициент при делении получается, и сноска идет на количественное отношение пробы. Но дело в том, что разные металлы, разная лигатура, и поэтому очень много в таблице, ну, как бы признаков, где какие примеси. Допустим, если больше серебра добавили, допустим, у них другой коэффициент будет. Или Ну, больше либо меди. больше объем Да. становится, да, либо Да, больше, да, либо да. меньше вес. Конечно, И насчет но- вот этой разницы получается довольно эффективный результат. Я сам пользуюсь этим методом. Единственное, что там не должно быть, то есть металл должен быть Да. однородный, и не Однородный должно быть обязательно. камней никаких, Пустот либо не должно быть, эмалей. да, Да, эмали, чтобы, пустот. То есть, да, если, чтобы допустим, вода везде проникла. если, допустим, к примеру, предмет, он пустотелый, он никогда точно не даст. Предмет должен быть либо Да-да, вот сплавленный, да. цепочки бывают Да, пустотелые. да, с цепочками очень сложно. Вот, И это кольца надо именно пустотелые. пустотелые, их невозможно Но так смотри, определить. Их тогда же надо все равно, ну как невозможно, Ну, он их- покажет вес не тот. Он покажет, да, потому что там пустота, там воздух внутри, поэтому там будет совсем другой. Он вместо того, чтобы показать нормально, он покажет какую-нибудь погоду просто Да. по коэффициенту. Вот. А так вообще, по идее, плавится металл, к примеру, или цельнородный кусок, или, к примеру, какая-нибудь монета, она же цельная, внутри же нет пустот. И она вот определяется вот таким вот методом. Вот. Но следующий, наверное, спектрометр. Да, этот самый, как его есть, ну, существуют приборы, которые как бы на основе радиоуглеродного анализа, они показывают, то есть примеси, состав какого-то металла, потому что металлов может быть очень много. То есть я имею в виду проценты, там тысячные, десятитысячные проценты, но все равно какой-то содержится примеси. Вот, идеального ничего нет. В природе нет абсолютно чистых металлов. И именно абсолютно чистых. Есть какие-то где-то маленькие примеси, и прибор это показывает. Но есть проблема. Дело в том, что в 19 веке плавка была низкотемпературная. Еще не изобрели тогда электромагнитные печи. Нет, не изобрели, конечно, Вот, да. поэтому в этих сплавах не может быть металлов с высокой температурой плавления. Не может быть. Вот. Это частенько показывают. И как раз вот этот момент говорит о том, что это либо, как ты будешь в дальнейшем рассказывать, какая-то плавка под давлением, да, литье, либо это гальваника, но с примесями каких-то осадков из электротехнической Конечно. промышленности отходов. Да. Дело в том, что раньше, ну вот допустим, коснемся изначальный первый этап монеты, которые были, ну, все монеты как бы с античных времен появились, и соответственно не было таких технологий. Вот. И поэтому они, когда добывали руду, в этой руде могли присутствовать любые, ну неважно, там платиновые, иридиевые сплавы, вот. И это называется платиноидная группа. Вот. Конечно, они, соответственно, попадали туда из руды. Они Но добывали туда. вот смотри, если металл не плавится, я не технолог по плавке металла, не могу сказать точно, но мне интересно. Вот если металл, и у него температура плавления выше, чем у серебра, допустим,
Что с ним происходит? Оно в осадок выпадет или в шлак выйдет? Если, допустим, металл, который с высоким температурой, он получается внутри, а сверху, получается, обволакивается металл с более низкой температурой. То есть он никак не выделится оттуда? И да, он будет внутри, то есть он, соответственно, внутрь попадает. Кстати, очень часто я читал такую статью, как-то было давно, что золотые слитки, значит, внутри у них находился тугоплавкий металл. Я не могу сейчас точно сказать, какой металл, но тугоплавкий металл. И сверху на этот металл они наплавляли золото. И он как бы обволакивал, потом придавали форму, вот он слиток. Все. По весу, соответственно. Да, они делали так нормативный вес, допустим, ну, к примеру, 100 грамм слиток. Да, А мокрые? да, Нет. но ведь мы же не знаем толщина, какая идеально должна у этого слитка, потому что они разные. Они могут быть широкими, узкими, длинными, высокими, там разные абсолютно. Там толщина абсолютно разная. И поэтому только вот такой вот анализ может на воду показать, либо просто-напросто пополам его пилить. И все, то есть наполовину посмотреть, что внутри. Потому что внутри может быть что угодно. Так же вот как вот в этой монете, к примеру. Вот монета, да, она вот медно-никелевая, а сверху посеребряная. Это что за монета? А это вот рубль Николая II 1899 года. А по весу? По весу, конечно, он не соответствует, он меньше. Вот. Потому что это медно-никелевая монета. То есть, ну, мельхиоровая, можно так сказать. И, соответственно, у нее плотность другая и вес, соответственно, будет меньше. Но дело в том, что тогда никто же на вес не обращал внимания, смотрят сверху посеребрение. Весы только да. Кантор был. Да, да, не было электронных, естественно, весов, и кто там будет особо проверять. Вот так и пользовались люди. Друзья, обязательно при покупке монет обязательно имейте с собой карманные весы. Это первичный признак подделки, либо признак подлинности, соответствия по весу. Как говорил Сергей, несоответствие может быть там буквально 0,5 грамма, наверное, не больше, да, если потерто. Да, бывают, подгоняют под вес, все, там учитывается толщина, и внимательно надо смотреть, потому что очень много нюансов. При чеканке монет обязательно присутствие штемпельного блеска, а при том, что как монеты производят, там же много технологий, литье, потом пресс отдавливают, прессом давят. Вот. И даже и чеканка вот монет, вот допустим есть вот рубль Екатерины, полностью соответствует весовой, ну, монета полностью соответствует весу, соответственно проба, штемпельный блеск, идеальная прорисовка деталей, вот, то есть гурт, все один в один. Но вот это как бы, ну как сказать, ее в современном, вот эту монету, она современная, я ее классифицирую как поддельная монета. Почему? Потому что, что такое поддельная монета? Она же изготавливается с целью обмана коллекционеров. То есть вот в наше время изготавливают, допустим, рубль Екатерины. Это какая-то преследуется цель? Обмануть коллекционера. Вот. Но если бы эта монета была произведена во времена Екатерины, соответственно, то это уже была бы фальшивка. А фальшивка производится с целью того, чтобы как средство платежа. То есть вот когда идет... Фальшивые деньги, фальшивомонетчики. В денежном обороте, вот когда она идет, это вот как платежное средство, то есть они как бы наживаются. Дело в том, что такое понятие нажива? Это и фальшивки, когда производят это наживо, и подделки, и копии. Ну, копия как бы всегда считалась это самый такой безобидный вид якобы такого искусства. Вот мы просто скопировали, то есть она может быть из другого металла, как бы показательный типа такой момент. В музее принято копировать вещи. Ну, то есть существуют разные копии, гальвана копии, чеканенные копии. Вот. Есть вот фантастические копии. Вот, допустим, вот рассматривался вот полтинник Николая II, 915 год. То есть полтинники закончили существование в своем, последний год 914 был. То есть как могла монета отчеканена быть с годом 915, когда... Но он отчеканенный? Да, он чеканенная, да, монета... Может, рарик? Нет, ну она, во-первых, и вес не соответствует, и внутри другой металл, сверху посеребрение. То есть сверху толстое посеребрение,
внутри латунь. То есть очень Вот. сильно заморочились, чтобы Да. сделать раритет. Да, Это могли только бы, массовое производство. да, А могут. сколько тебе? Одна попадалась? Ну только? вот мне, вот я как бы увидел у человека как бы вот такую монету, я ее, конечно, купил как, естественно, как копию, недорого, но я ее купил как Образец такой. для того, чтобы в коллекции иметь определенный вид монет, чтобы можно было классифицировать. Ведь если нету монет, которые можно сравнивать, это очень плохо, потому что нельзя надеяться, допустим, к примеру, там, на какие-то знания. Вот я держал монету там год назад, и как бы я ее помню. Нет, это очень сложно. Когда у тебя есть настоящая монета, когда ты рядом положил другую монету, начинаешь внимательно сравнивать, то если ты какие-то находишь нюансы, ты делаешь свое, как бы, ну, субъективное, конечно, мнение. Но опять-таки это субъективное мнение человека независимого. То есть он может пойти к другому специалисту, другой специалист ему скажет, ну, допустим, нет, ты ошибаешься. Но это же должно быть аргументировано. Вот принесут монету и скажут, вот посмотри, а человек говорит, это, говорит, подделка. Но он просто говорит слова, он должен аргументировать. Почему это подделка? Просто по виду монеты нельзя сказать сразу, что это подделка. То есть надо провести анализ. Самый детальный анализ, конечно, производят музеи, у них есть с чем сравнить. А более-менее простой анализ, можно научиться этому анализу, соответственно, покупая определенную спецлитературу, общаясь с людьми, которые в этом деле уже не первое десятилетие, они как бы могут подсказать вот направление, как, что, чего. Куда смотреть в первую очередь? Даже не на что смотреть, а куда, Да. в каком месте Вот, смотреть? допустим, есть вот копейка «Орел в облаках». Она на основе подлинной монеты, то есть подлинный пятак крестовой был, но он был, допустим, плохого качества. Он стоил недорого, да, допустим, к примеру, плохого качества пятак крестовик, к примеру, стоит там 1,5-2, ну пускай, ну 3000 рублей, ну более-менее, да. И ее перечеканивают на основе подлинной монеты, то есть, соответственно, гурт полностью подлинный, сетчатый. Следы от перечекана идут той монеты подлинной, но рисунок, который навели, ну, к примеру, допустим, именно вот копейка «Орел в облаках», это очень сложная, кстати, монета, она, кстати, самая тяжелая среди копеек и самая красивая, и, кстати, самый сложный рисунок здесь. И есть отступление от нормативных, ну, вот, норм, то есть либо крыло более такое вот широкое, либо корона более такая, либо узкая, либо плоская. Соответственно, вот облака, ну, вот это называется в простонародье облачная копейка. Ну и сама аббревиатура написания, допустим, букв. Где-то закругленные цифры, где-то более рубленые. Вот. Ну и вся вот эта вот аббревиатура, может быть, не соответствует. Но есть такие подделки, которые идеально сделаны. То есть вот так называемые переведенные штемпеля, то есть копируют почти 100%. И также чеканят на основе, берут подлинную монету, именно старую, вот, и на ней делают чекан. И вот такую подделку, к сожалению, очень тяжело определить. То есть это уже высококачественная подделка. То же самое это касается не только медных монет и Ты же можешь золотых. вообще ее не определить, что это подделка. Можно, если она очень высококачественная, там придется, как говорится, ни час, ни два над ней смотреть. Нужно будет смотреть ее внимательно под микроскоп, потом смотреть, почему под микроскоп. Само по себе натяжение металла, кракелюры, которые были. То есть, Вот. получается, любая монета это некое следствие такое, в Да. котором ты идешь по пути и ищешь, где же вот эти мошенники Да, ошиблись. да. Дело в том, что ведь очень много вариантов именно вот этого вот мошеннической схемы. Вариантов масса. И эти варианты постоянно Ну вот улучшаются. как ты говорил, улучшаются, да. методические первые, то есть Да. уже гурт новый, они еще Да. штампуют старый. Да? Да, вот как бы это вот объяснить лучше. Вот само понятие коллекционирования – это важная эпоха именно для национального, так сказать, достояния. Ведь что такое коллекционирование? Это есть наследие, это национальное достояние. И когда существуют массовые подделки, национальное достояние, скажем так, выразиться грамотно,
очень плачевно. Изменяется. Фуфло выдают Да, за культурные ценности. И очень плачевно просто потом как бы объяснять людям, как бы, когда они думают, что они приобретают именно вот антикварную вещь, предмет антикварный, то есть в нем эпоха какая-то, а в нем нет ничего, ровным счетом. Может быть какая-то деталь соответственная, старая деталь, но к этой детали прилепили так называемую лепнину, сделали, конструктор. Но зато много камней разных. Да, Выковыренных из каких-нибудь советских ювелирных изделий и криво обработанных на двигателе от стиральной машины малюткой. Да. Чтобы создать иллюзию того, что у них искусственная ручная огранка. Вот патина касаемо, да, вот искусственная патина. Добиваются как бы настоящей патины. Вот искусственная патина, понятно, это химическим путем она наносится. То есть как бы, а натуральная патина, она как бы вековая, да. Но что такое вековая? То есть почему она вообще образуется? Вот, к примеру, серебряное изделие, неважно, монета или это кубок будет, или ложка серебряная, да. Со временем она обрастает патиной. Это сероводород, который находится в атмосфере. То есть вот этот сероводород, соединение, и оно постоянно наслаивается, и получается патина. Но эту патину можно добиться не веками, вековую патину, а в течение 5 минут. Вот и все. Ну, 5 минут. Ну, образно. Она будет химическая. Да. Скажу, кому интересно, расскажу. Рецепт прям такой уникальный. Да. Вот Сергей подтвердит, что он работает. Берете полиэтиленовый пакет. В этот полиэтиленовый пакет ставите, ну он большой должен быть. Да. Ставите тарелку плоскую, в нее наливаете йод. И над этой тарелкой на какой-то подставке или там подвеске внутри пакета нужно расположить предмет. И просто каждый день заглядываете и переворачиваете его, как курицу на гриле. И он покроется удивительной, красивой, такой с отливом патиной. Очень давно, где-то лет, наверное, больше 20, это точно, мне человек показал такой способ интересный. У него был 3-литровый баллон, он берет коробок спичек, поджигает полностью коробок спичек, сера оттуда выгорает дым, кладет монету на определенную вот так подставку, кладет вот в баллон, баллон закрывает. Естественно, в 3-литровом баллоне что? Сероводород. И что такое сероводород? Он же вот в воздухе, только он в малых количествах, правильно? Взаимодействие. Да, происходит. но он как бы постепенно взаимодействует, а тут взаимодействие идет сразу. Проходит неделя, он вытаскивает монету и показывает мне, ну вот, давай, у тебя вот эта монета, да, посмотри теперь патину. Я говорю, да. С отливом. С отливом, и именно с переливами, вот с такими да, вот. с йодом то же самое получается. Йодом, да, но йод единственное больше такую зеленоватость дает. Если не мазать, а именно Нет, порыть. не мазать, да, но он немножко, да, а вот такую. А если уже, я извиняюсь, сочетать йод и это, то там такая махровая, чуть ли не античная патина будет. Античная патина. Ну вот как бы этим вот так вот и пользуются, соответственно, состаривают. Показывай, да. что там еще у тебя такое интересное. Так, ну вот, допустим, рубль Анны Ивановны, он современное литье под давлением, очень хорошее литье, то есть здесь присутствует звон. Потом, значит... Звон это серебро получается. Да, звон серебра, это вот как бы монету, когда берешь, вот монета об монету, к примеру, вот, к примеру, звон. Ну, грубо говоря, вот такой звук. Угу. Какой-то есть звук, не железо, да? Да, не железо, ну какой-то звук есть, то есть не вот такое. Если, допустим, брать, вот это литье под давлением было, а вот это чеканенная монета, то есть серебро чеканенное Екатерина, вот у него такой звук. Больше бронзовый. Да вот такой, да. Ну, другой, ну, тональность колокольчик звука. бронзовый. Да, тональность звука, вот такая вот тональность звука. То есть вот определение. Очень часто, кстати, вот когда монета, к примеру, она просто-напросто как бы не чеканенная, а давленная прессом. У нее никакого звука не будет. Вот монета, вот она просто давленная прессом. Вот у нее. Слышите, нету звука. Вот. Тук-тук. Как внутри пустоты. Вот. Получается, а вот если бы она чеканенная была, у нее был бы звук. Ну, то есть тоже вот такой вот звук был бы как бы у этой. Вот это вот медно-никелевый, вот Николаевский рубль, но он чеканенный, у него тоже есть звук вот этой монеты. То есть она чеканенная. Вот. Вот как колокольчик, правильно? Вот.
Да, бронзовый. Нет. Да, 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 вот. Ну, то есть Мельхиор, но он тоже звук, но это чеканенная монета, вот, соответственно. И вот те монеты, которые давленные, к примеру, именно под прессом. Ведь как же проще как бы прессом продавить монету, чтобы вот есть, к примеру, штемпель, да, его просто продавливают и все, и вот она как бы монета И давление получается. меньше надо. А из чего Да, делать? а чеканка это уже затратные средства. Ведь для чего как бы вообще все существует, вот эти фальсификаты? Они по наименьшему сопротивлению, то есть по наименьшим затратам, себе большую выгоду используют. Ну, то есть ты, во-первых, взял не, допустим, к примеру, золотую монету не 900 пробы, а, к примеру, там 700 пробы. Чуть-чуть толщина едва заметна, но тем не менее, ты уже экономишь, к примеру, 20% золота. Плюс эта монета идет как антиквариат, а это просто кусок металла, превращенный, ну, скажем так, вот в эту шайбочку. Ну, как правило, это Вот. да, стоимость за грамм какая Да, сразу да, да, вылетает да. в другую То есть, сторону. если у монеты есть антикварная стоимость, к примеру, металл плюс 30%, ну это как бы стоимость металла и 30%, например, золото 900 пробы, то эта монета уже идет не 900, а 700, там идет просто тупо металл, а продается-то она как металл и плюс 30% 900. Вот это и есть выгода с наименьшими затратами. Наименьшие затраты и самая лучшая, ну как бы выгода. Вот. И вот по поводу вообще как бы вот этого вот всего ну как фуфлодеятельности, вот этой вот, скажем, фальсификаток, фальшивок, да, что при Екатерине II тоже на уровне государства производились золотые дукаты, чеканились нидерландские, вот. А когда война была со Швецией, шведские эти самые, шведы чеканили пятикопеечные монеты, но у них какая ошибка была? У них вместо имперской короны была корона королевская. И эта ошибка была, они чеканили монеты, то есть орел соответствует, все. То есть вырезали штемпель. Да, но у них что получилось? На чем они ошиблись? Это о том, что у них корона, допустим, шведская, то есть не российская корона, Ну, не как имперская. китайцы путают Да. букву А и букву Я, как Да, правило. соответственно, кстати, большинство фальшивок от малограмотности тоже делают ошибки. Допустим, пытаются сделать какую-то дарственную надпись. К примеру, к какому-нибудь там генералу от инфантилии, к примеру, да. Но они забывают про слово «ять», про буквы «е», как они пишутся, про дальше, про определенные, даже сама аббревиатура написания букв. Они вроде бы как бы пишут правильно, но вот тут должно быть вот так, две буквы, вот тут и должно быть палочка, а вместо и идет обычная как бы это. И вот на этих ошибках они как бы, ну они учатся, они совершенствуются. Многие как бы берут вот эти старинные издания, книги, где вот так вот листают, как же написать слово, правильно награвировать, чтобы без ошибок было, вот. Ну вот так вот они происходят. Ну а многие как бы вот так вот и на этом и зарабатывают, да. Вот. У каждого, как Да. говорят, свой хлеб, да. Ну а что касается безобидных копий, ну это вот как я тогда еще раз вернусь к этому 915 году, как это копия, и 20-копеечник 47 года. Ну, этих монет вообще было выпущено несколько экземпляров, это были пробные монеты. Ну и, соответственно, так как интерес очень велик, ну, советская эпоха, все это пробные монеты, и делают просто-напросто, как бы повторяют монету. Ну, есть несоответствие, допустим, в венках герба Советского Союза, более вытянутые буквы «С», к примеру, звезда плоская. Ну, там много каких-то моментов, которые не соответствуют. И вот они, это как бы копия. Ну, невысокого качества, ну, как бы копия Мне считается. пришла мысль Вот. в голову. А откуда известно, что там несколько пробных монет? Ну, существует такой каталог Щелоков. Вот, был такой вот он Не, автор. каталоги Да. убираем. Он откуда взял информацию? Ну, значит, это на монетном дворе, видать, когда были пробные монеты, у них же есть акты. Вот, допустим, к примеру, выпускается, к примеру... Я понял. Да. И у них доступ, у кого да, к этим ну, актам. у То них, есть, я да, так да. понимаю, если запустить как Да. бы утку Да, утку, да. о том, что вот вывалился там акт с монетного двора, Да. что было выпущено
Да, к Там примеру, там, допустим, 47-го года да, было там 3 выпущено монеты, к примеру, 2,5 рубля. Да, на сумму 2,5 рубля, да, да, Два с монет. половиной рубля было Мгм. выпущено несколько пробных монет. Да. И в рыноках. Ну, это так называемая легенда, очень часто так тоже делают. Но вот в этих государственных актах понятно, что это, скажем так, это гостайна, как бы эти акты не будут печататься на каждых, Да. как говорится, столбах, печатать, что вот видите, сколько было. Ну, есть все равно какие-то архивные данные, что вот выпуск такой-то, такой-то, тираж был вот такой-то. Ну, если это вот смотри, еще раз Да, но возвращаемся. если засекреченные, Данные да, секретные. да, если секретные, Они то секретные, по сути, да? да. То есть это коллекционеру нужно писать запрос куда-то в Запрос, архив. да, А был в ли архив. такой документ? А ему скажут секретно. Да, а вопрос в Ничего. другом. Они дочеканивали ли эти монеты в более позднее время этими штемпелями? Ну как, наводило считаются, да? Да, монета подлинная, чеканенная в позднее время, но подлинными штемпелями. И где вариант, что, допустим, к примеру, этой монеты официально было выпущено 3 экземпляра, и на этом остановили, и штемпеля под запрет, под замок и в сейф. Где эти 3 экземпляра? Да, и Они где должны эти быть 3 там же со экземпляра? штемпелями, как Да. образцы. Вот, это один вариант. Второй вариант, что при таких современных технологиях повторить имеет даже у кого-то подлинник, к примеру, есть монета, допустим, ну, допустим, условно подлинная, то есть сейчас такие технологии, что повторят один в один. Да, если экспертиза очень серьезная, она определит. Ну а так на даже обычного человека никак То есть из не того же определить. материала, если Из редкая того же монета, материала. есть смысл подделывать. Они вот, допустим, берут, к примеру, вот допустим, мы вот вернемся к 20 копеек 47 года. Почему не взять материал, допустим, 46 года? Он же такой же точно. Такие же, металл такой же. Взяли, прокатали пластину. Вырубили кружок, отчеканили монету. Все. Там же гурт. Да, и гурт, конечно, нагуртили, ну, если имеется в виду штемпеля. То есть сами примеси металла такие, которые были, допустим, в то время. Но если, допустим, никелевая монета вот современная, к примеру, той эпохи, да, то у них, соответственно, будут примеси разные. Конечно, абсолютно, но не бывает такого. Да даже каждый год, когда монета чеканилась, где-то какие-то были Ну, моменты. понятно, да. листы с другого завода пришли, Да, прокат да, вот этот, конечно. и все. И очень часто бывали такие вот ошибки, что, допустим, прокатный лист, ну, к примеру, да, миллиметровый, ну, идет прокат, вырубка идет. И вдруг вот этот лист не миллиметровый, к примеру, а 0,95. Его же не видно на глаз, ну, на микрометре видно. Но при таком листе, к примеру, монета должна весить, грубо, 5 грамм, образно. Вырубку сделали 5 грамм. А при листе 0,95 она уже будет, допустим, 4,93, к примеру, весить, не 5. Ну так вроде оно и незаметно. Ну, на таком Вот. объеме. Да, на таком объеме. Но дело в том, что воры, я их так называю, по-любому, они были всегда, были и везде, есть и будут. И неважно, на монетном дворе это происходило или где-то еще, всегда металл, и в любое время всегда металл крали. Почему? Потому что очень много монет было подлинных, которые не соответствовали весу. Монета подлинная абсолютно. Но недобросовестные даже на монетном дворе делали просто тоньше прокатку. И все, и Ну, дальше это делали. легенда, и этот же прокат его принимал, кто-то измерял. Значит, был, а почему? Были сговоры, это всегда было. Это всегда были сговоры, все. И, соответственно, тоже делали меньше, допустим, весовую норму. И это не касаемо именно только золота. Это может касаться, допустим, если брать там 18-19 век, есть очень сильные несоответствия по весу. То есть монета подлинная, но она не набирает вес. И определяют ее, к примеру, вот определили все по анализу, она подлинная, а вот там 1,5 грамма не хватает. Ну, 1,5 слушай. грамма, значит, Ну, не может 1,5 грамма. ну, бывало. А не знаешь, как делали? Вот в царствовании... Монеты какие? 30 грамм, 1,5, ну это слишком много. Нет, я имею в виду, смотри, да, у меня был вот рубль Екатерины, которого несоответствие было 1,5 грамма, вот реально 1,5 грамма меньше. Затертая. Нет, именно не затертая, именно вот коллекционная монета, вообще не затертая, но весовая норма не соответствовала 1,5 грамма. Я к чему говорю, тоже весы весами, конечно, но... И как бы многие таких люди... много должно Да, быть с несоответствием по граммам. да, тогда. нет, там какая-то определенная партия была выпущена, но это немного как раз таки, это партия. И вот с этой партии монета попадала, определенная партия.
Вот дело в том, что в то время тоже, кто, допустим, сидел на чеканке монет, они также могли бы потихонечку это для себя. Слизывать. Да, запросто. Ведь это, ну как это, ну, делали все это. И я считаю, что и с античных времен, почему там тоже не было прям вот такой четкой весовой нормы, там тоже как бы для себя, Ну и к гурта примеру, не да. было, там И можно гурта было не было. откусить. И поэтому очень часто попадались такие монеты, которые, они реально настоящие, но даже монета, которая весила, вот стандарт у ней, помню монеты именно, чем нравится стандарт, 3 семерки, 7,77, грубо говоря, да, допустим, 7, 7 и 7, 7 и 8, ну мы берем 7, 7 и 7. Приносят монету, она 6,2 весит. Ну как? А она подлинная, ну то есть как подлинная? Она в то время очеканена, но в то время умыкнули металл и все. Либо монета, допустим, веса такого, но проба уже другой. То есть ниже пробы. Вот. И они как делали в то время, когда воровали ну, на монетной казне, к примеру, вот были монеты, они, допустим, их в кислоте вымачивали, выжигали, протравливали. То есть они поверхностный слой золота поднимали, и она становилась как бы более желтой. Что такое, допустим, к примеру, золотая монета? Вот она, к примеру, 900-я проба, червоное золото. А если ты возьмешь 500-ю пробу, правильно, она же будет блеклая. И вот они поднимали вот этот поверхностный слой. То есть они как бы вот этот вот ионы золота поднимали наверх, и получается монета более такая как бы высокопробная. Ну, в кислоте этот цинк съедался с поверхности, получается. Нет, ну это ж мы именно не про цинк говорим, мы про золото говорим. Ну ты Как говоришь, там золото с примесями, да, получается? Нет, там же примеси вообще незначительные. Вот смотри, к примеру, если, допустим, брать золотой червонец, ну, грубо говоря, там, да, допустим, 90% золота, к примеру, там 5%, 7% меди и 3% серебра, ну, грубо говоря, лигатура. И вот по вот этой лигатуре, и вот получается цвет монеты вот как червонец, червоное золото. А когда фуфлоделы делают монету, к примеру, там 700-й пробы, у него уже более цвет такой блеклый, Цинка бледно-желтый, больше на бледно-желтый, да. Больше цинка. Ну, неважно, примеси, Да. скажем, ну, пускай, неважно, цинк, Кислоту ну, же примеси. сунул, съела с поверхности. Отжигается монета, отжигается Да. в кислоту. Получается, отжигается. Что получается? Верхний слой уходит. Только золото видно. И получается, золото более высокопробное выходит на вид. Не, некоторые почему золотили, ну, к примеру, гальваникой, к примеру, некоторые другим способом, некоторые отжигали и через кислоту. Градусником золотили. Ну да, кстати, да, этот ртутный, кстати, метод, он и до сих пор, амальгама, он до сих пор. Да, натирали 5-копеечные монеты Да. в школе. 3-копеечный, как за 20 копеек, и семечки покупали. Да. Да, бабушки орловой части вот так дают монету, орел, да, вот она смотрит, ну, 20 копеек, а семечки там 3 копейки стоили, к примеру, грубо говоря. И она дает сдачу. Ну да. И ты семечки получаешь сдачу. Перебрали фуфел весь. Да, ну вот еще остался знак, вот у нас знак, значит, ну, здесь что, и вот он разобранный, вот детально, то есть на 3 части. Ну, я сейчас начну с подлинного. Это вот часть, которая была найдена в земле, ну, абсолютно подлинная, там со всеми признаками, только центральная часть отвалилась, ее нету. Но сам вот этот вот, ну, все, что осталось от знака. Рамка. Да, рамка, он четко контррельефный, проработка идеальная, полностью вот эти вот прожилки, листики, то есть идеальная проработка. А далее знак. Вот серебряный, значит, методом литья сделан. Просто обычное литье, усадочное литье. Не удосужились литники поубирать. То есть здесь видны литники. То есть меньше по размеру, потому что усадку дало литье. Соответственно, здесь винт, который здесь припаян, с метрической резьбой. Ну, тогда не было метрической резьбы, тогда была дюймовая резьба. Ну, а это метрическая резьба. Методическая ошибка. Да, то есть припаяли винт обычный с метрической резьбой, хотя должна быть дюймовая. Ну и, соответственно, это как бы методом литья. Здесь все поры видны. Вот, кракелюры непонятные откуда, ну, не пролитые. Вот, ну и литники, соответственно. И вот это такая, ну скажем так, это грубая подделка, скажем, грубая подделка. Есть более точные, лучшие, но это вот именно из факта вот грубой подделки. Вот. Ну что еще?
Ну что, тогда вопросы, Да, да. которые и у зрителей накопились с момента выхода нашей первой дискуссии, которая не очень хорошо записалась, поэтому Ну, ничего страшного. Да. запишем еще не одну. Тут тему можно раскрывать бесконечно. Да, это... Не забывайте писать ваши вопросы. Мы можем обсудить любые темы, связанные с антиквариатом, его реставрацией, продажей, оценкой. И всегда подскажем, как сделать путь антиквариата праведным. Потому что у многих вещей путь неправедный с момента появления их на рынке вообще. Сейчас одну ремарочку маленькую по поводу именно реставрации. Очень часто именно реставрация дает именно эффект, то, что человек принес фуфло. Принесли мне на реставрацию ударенный кувшин, ну вмятина, говорит, надо выправить, ну и полирнуть. Ну я пытаюсь выправить, у меня ничего не получается. Ну серебро мягкое, ну это толстенный слой серебра. Внизу днище припаяно, годовик, именник, 84-ка. И я сейчас не вспомню точно, какое клеймо было. Ну, там, наподобие хлебников, овчинников, неважно. Я не могу точно вспомнить, но был именник, годовик, все, 84-ка. Внизу дно серебряное, припаянное было. А это была латунь посеребряная. Я пытаюсь выправить, у меня ничего не получается, ничего. Я потом смотрю... Чуть-чуть протер. Ну, что такое? Желтый цвет. Я просто взял бормашинкой аккуратненько на одном месте, снял вот этот слой. Оказалось, латунь посеребряная, обычная. Взяли обычный латунный кувшин посеребряный. Днище припаяли туда вот эту пробу 84. Там единственное, что подлинно, это было днище припаянное, которое с подстаканника. С подстаканника. Ну, скорее всего, думаю, с подстаканника. Взяли как раз размер. И я человеку говорю, вот видишь, смотри, ты мне принес на реставрацию, теперь ты понимаешь, что это. И он говорит, я вот таких людей покупал. Я говорю, люди тут ни при чем, говорю. Вот очень часто, говорю, получается так, что приносят, неважно, вот знаки, а вот надо винт припаять. Я так смотрю, я говорю, винт паять не буду. Он говорит, почему? Я говорю, припаял бы на подлинный предмет винт, а на этот нет. Почему? Я говорю, потому что он посеребряный. Смотри, видишь, краснота появилась, ну где-то. Он говорит, так нет. Ну я говорю, давай я резиночкой аккуратненько сотру, я стираю и вылазит медь. Ну как на серебряном предмете? Гальваника. Гальваника. Я говорю, я могу, конечно, но я этого делать не буду, потому что а смысл? Паять серебряный винт на медную. Это, и вот при реставрации очень часто выявляется, именно вот эти вот фальсификаты. Это выявляется, потому что человек приносящий, он совершенно не разбирается в том, что приобрел. Да. Так, Сергей, вопросам, с какими методами подделки ты сталкивался чаще всего? То есть это какие-то грубые копии или там изощренные артефакты, что-то вот из своего опыта интересное? Чаще всего, конечно, это подделки методом литья. Это чаще всего. Почему? Потому что этот метод как бы самый доступный. Вот, ну, скажем так, литье под давлением, высококачественное литье, оно дает очень хорошую, так сказать, подделку. Ну вот, допустим, вот этот рубль Анны, который я показывал, это именно литье под давлением. То есть здесь звон, соответственно, здесь нету этих литников, то есть очень качественное литье под давлением и примерно плюс-минус весовую норму попадали. Ну, единственное, может быть здесь где-то проба либо завышена, либо занижена. Очень часто наоборот даже пробу завышали, чтобы вес. Сколько стоит такая монета? Ну вот в подлиннике она стоит 1050. А изготовить? Поизготовить, ну, 3-4 тысячи рублей. Очень, ну, плюс серебра, ну сколько? Ну, 25 грамм серебра. Очень маржинально. Да. Ну, то есть, как бы да. Ну, а если это, к примеру, еще редкий год. То есть это X30 получается? Ну, примерно так, да. Ну, вот ихняя маржа такая маленькая, на этих, говорит, 30% мы и живем, да. Слушай, ну вот следующий вопрос. Какие эпохи или, может быть, стили чаще всего подделывают и почему? Если брать предметы быта, имеется в виду, то модерн. Чаще всего... Нет, я не про монет, я про предметы искусства. Да. Если про предметы искусства, модерн. Почему модерн? Он более, как бы, ну скажем, разрекламированный, да, модные.
модерн, модный, вот этот вот момент. И как бы, и если его разрекламировали, как бы, вот это вот, ну как, шикарные вещи, вот, наподобие Остапа Бендера, когда он принес ситечко, говорит, видите, говорит, ситечко, а во Франции, говорит, принято чай через ситечко, говорит, пить. Вот. То есть, соответственно, вот эти стили, как бы, они, да, очень тяжело, к примеру, другой стиль сделать. Ну, то есть, как бы там есть свои нюансы. Ну, вот этот, допустим, стиль чаще всего. А по поводу, допустим, монет, ну, больше всего подделок примерно эпохи 18 века. Вот именно вот эти Анны, Кати, Лизы, Информации Петры. меньше, потому что... Они проще делаются, у них как бы они корявые, у них как бы такое вот, ну, буквы у них не идеально, допустим, ровные, у них как бы это вот такое вот, ну, более такое искусство, где дело в том, что штемпеля очень часто переделывались, они же как бы портились, ломались. И очень много разновидностей штемпелей. А раз много разновидностей штемпелей, почему бы, вот, допустим, взять не вот эту разновидность и сказать, а это вот новая разновидность, которая ранее не изученная. Ну, в моем понимании, фантазийная подделка. Опять вернемся, фантазийная. То есть есть определенная категория, какие известны. А есть кто-то, допустим, где-то там что-то добавил своего. Как ты думаешь, почему даже опытные коллекционеры иногда попадаются на уловки фуфлодеятелей? Первое, значит, как подали это блюдо. Насколько убедительно мошенники. И как быстро оно остынет. Да, насколько убедительно мошенники к этому вопросу подошли. Ведь мы же не только о монетах говорим. Мошенническая ситуация, она подразумевает и продажу квартир, да, и покупку, и неважно, автомобили, квартиры там, или любые Конечно, другие известным моменты. человеком прикрылись, Да. да, провинанс придумали. Как подойти? Подливу надо сделать. Вот мы строители, грязные руки, ногти. Мы вот в таких робах. Мы сломали стенку дома старинного. Вот У благородной семьи. Да, вот знаете, вот дом, вот, да, вот на такой-то улице, к примеру, да, был такой. Ну вот мы его ломали, и когда кладку, вот они, монетки попадали, ну мы их пособирали, но мы не знаем, сколько они стоят. Но нам давали столько-то. Никто им нисколько не давал, допустим, вы первое лицо. Но они говорят, что нам давали столько. И человек, он уже от жадности, здесь не профессионализм, здесь первое играет роль жадность. Он от жадности думает, так, они же могут пойти дальше. Они надо дальше идти, надо купить эти монеты. И сквозь, так сказать, очки затуманенные, вот, они как бы думают, ну да, ведь видишь, они как бы строители, видно, они такие, хорошую легенду придумали. То есть вот эту подливу красиво подумали, это первое, на что ведутся. Вот. И не важно, допустим, там, к примеру, таксист возит Не, человека. подожди, Да. это понятно, Да. простолюдины, скажем да. так, да, Ага. но тут вопрос про коллекционеров. Допустим, когда ко мне приходили, и вот эта формулировка была, мы пойдем типа в другой мир. Нет, нам давали. Нам давали, да, Я вот говорю, это главное. вы как давали? Надо туда нести. Надо быстрее нести. Конечно. А вы, вопрос-то, а вы сколько дадите? Да. 5 лет условно-принудительного дадим. Типа там он сейчас не работает, а вы сколько дадите? Да. Мы вам дешевле, давайте отдадим, но нам деньги сейчас нужны. Понимаешь, Ну, формулировка меняется, цена да. сразу вдвое падает. Там же вот существует тоже такое понятие, вот как раз психология, вот эти распасы, когда там приходит, допустим, двое, а он говорит, слушай, говорит, ну видишь, он не хочет покупать, давай тоже там, к примеру, у меня есть покупатель. Или просто посторонний человек заходит, ну ихний. Ой, а что это, вы продаете? Аккуратный, в очочках, в пенсне, в костюмчике. Специалист, да, я это... А вы в этом понимаете? Да, ой, да вы что, у меня просто денег нет. Но Всю я жизнь купил бы. занимаюсь. Да, но видите, в данный момент не имею, так сказать, надлежащих денежных средств, но хотел бы приобрести, но не имею. Ну вдруг, если вы приобретете, вы же меня не забудьте. Прям история из жизни. Да, таких столько историй очень интересные. Да, будьте осторожны, всегда все проверяйте. Да, и другой фактор, если это действительно очень высококачественно, ну просто высококачественная подделка, да, можно, конечно, ну вот, купить ее. Ну тут уже, извините, тут не просто от того, что знаний мало или много, тут все-таки как бы есть такой момент, когда все-таки промышленность уже
перешла вот этот уровень и все-таки на уровне промышленности. Это, на промышленном уровне, когда производится, это очень сложно, очень сложно. То есть, да, вот так, а такие более-менее средние, это элементарно проверяются. Ну, мы практически ответили на следующий вопрос, но, возможно, что-то вспомнишь еще из своей практики. Какие психологические приемы чаще всего используют продавцы фуфлориата, чтобы внушить доверие покупателю? Ну, там, провинанс, про семью академика обычно придумывают. Ну, Что еще такого прям? Допустим, первое — давить на жалость. Вот, самое первое. Вот. Подавили на жалость, вот так вот бабушка умерла, или дедушка при смерти, или тоже умер, или при смерти, неважно, или вот такая вот. А вызвать сочувствие. Да, жалость, сочувствие. Жалость, сочувствие, в принципе, вызывается жалость, крокодилии слезы, такие как бы неподдельное дрожание рук, как бы уже, так сказать, оно как в процессе уже не поддельное, а уже в производстве, так сказать. Ну, это ты подходишь с точки зрения того человека, который приходит что-то втюхать в антикварный магазин. Да. Он выглядит обычно глупо. У меня даже есть ролики про парочку там каких-то ребят, которые забежали, говорят, вот в Сараюшке нашли у бабушки в Сараюшке. Ну, это, я их магнитом подтянул, они к магниту все приклеились. А я говорю о том, что вот человек идет там по рынку, например, вот по рынку, ну подойди к примеру, он идет по рынку, и видит вещь какую-то, там берет ее, смотрит, и что-то у него сомнения какие-то появляются. И он говорит продавцу: а это подлинное, конкретно прямо. А продавец глаза прячет и говорит: не знаю. Это о чем говорит? Я вот так. Да, очень, если это, когда человек смущается, когда глаза отводит в сторону, это как бы первый признак, уже как бы он открыто не смотрит вот глазами, да, на человека. То есть я, допустим, к примеру, хочу продать предмет, я открыто смотрю, я знаю, что предмет подлинный, я его продаю. И если я сомневаюсь, ну, я, допустим, к примеру, хочу продать предмет и говорю, я сомневаюсь, ну, к примеру, ну, бывает такое. Но это уже все зависит от того человека, кто будет его покупать, скажет, ну, сомневаешься, значит, я тогда не куплю. Я всегда требую гарантию. Гарантия, что такое гарантия? Предмет подлинный, да. Музей недалеко, проедемте в музей, я заплачу за экспертизу. До свидания, просто берет и уходит молча в сторону. Ну, если ты продаешь действительно вот подлинную вещь, если ты в ней уверен, почему ты сразу... Тебе что, тяжело проехать, потратить полчаса, ну час времени, ну ты зато... Во-первых, ты будешь знать, подлинный, не подлинный придет. Во-вторых, ты уже как бы сам себя, ну как бы успокоишь. Вот я продал, и то есть ко мне потом не будут меня там проклинать или говорить там вот такой-сякой плохой, а мы думали, что хороший. Нет. И вот многие так вот ведут себя, когда им говорят, а вы дадите на экспертизу или пройдемте с вами. Они отказываются сразу от любой экспертизы. Это самый вежливый вариант. Обычно, ну, я не говорю там пройдемте экспертизу, я говорю это фуфло. И следующее, что включается? Включается дикая агрессия. А я с психологом, вот до этого ролик выпускали, как раз мы разбирали, что это за агрессия, ее источник. Вот этот человек, он знает, что продает фуфло. У него это внутри накапливается, потому что ему приходится обманывать все время людей, там, выставляя на каких-то площадках или рассказывая, что это... Они на эмоции берут. Он в ожидании того, что кто-то скажет ему, что ты обманщик. А тут не просто обманщик, говорит, это фуфел. Это эмоциональный И начинаются крики, да ты кто такой, да откуда, да, ребят, ну мы же не про кто я, а есть признак подделки, вот как ты говоришь, там должен быть полосочками гуль, а у вас он кубиками. Да, кубиками, уже не соответствует. Он уже орет, а это ты ничего не понимаешь, это был пьяный проберер, резчик, они все пьяные там ходили, никто ничего не делал. В общем, очень много есть способов обмана, есть, но не так много факторов психических, психологических, по которым можно определить мошенника. Обязательно обращайте на это внимание, особенно когда ходите по различным барахолкам. И еще один такой очень интересный момент, как раз про квартиры ты там вспомнил. Сейчас популярна очень тема, вот это фуфло с эмалями, которое Фаберже, Хлебников навезли. Его завозят бабушки.
Ну, И завозят бабушки. да, Дают от имени бабушки объявление на Авито. да. И кто-то звонит там или пишет, переписывается, не поймешь, кто с тобой Ну, по Авито. А когда звонят и говорят, что это так, говорит, я внук, бабушка там плохо себя чувствует, это она там у себя нашла, сейчас ей нужно, как ты говоришь, сочувствие вызвать, ей надо в больницу ложиться, и нужно срочно продать фамильную ценность, она замужем за академиком была, академических наук. Момент один мошенничество, самое обычное. Снимается квартира, сутки двое-трое, неважно насколько, сняли квартиру. Выдается объявление по адресу, приезжает человек, а ты ходишь в тапочках, это ж как бы твоя квартира, адрес, ты смотришь, ты же не скрываешь адрес такой-то, подняли, дзынь. Здрасте, здрасте, ой, проходите, у меня тут в доме не убрано, хотя эта квартира съемная, но они же не знают. Ну ничего страшного, я сейчас тут уборочку, проходите на кухню, там внучка должна прийти, или там это самое, ну она попозже, мы можем спокойно чайку попить. И вот ты сидишь, чайку смотришь, да, ну уже как бы понимаешь, квартира, все, вот покупает человек предмет, человек ключами закрывает квартиру, уезжает, все. И ты, допустим, к примеру, через день или через два, тебе говорят, да ты ж фуфло купил там, сколько ты потратил? Он говорит, елки-палки, 2 миллиона. Быстро на такси туда езжаешь, а там все. А вы кто? Нет, тут была другая женщина. Это моя квартира, ну снимали тут квартиру. Как снимали? На выходные. Мне же сказали, что это самое. Это мне, знаешь, нравится такое понятие проходной двор. Ты постой здесь, я сейчас деньги принесу, а двор сквозняком. Дом книги. Проходной двор. Проходной. Да, у меня, где магазин, там можно выйти на 2 улицы. Ну вот. Так. Бывает ли так, что подделку невозможно отличить без лабораторного анализа и как тогда вести себя вот покупателю? Бывают такие подделки, именно действительно настолько высококачественные. Я сейчас скажу, опять повторюсь, просто на уровне промышленности. Личный опыт, мой личный опыт, был 95-й год, ну опять-таки время середины 90-х. Вот. Интернета не было. Да, наверное. кстати, да, интернета не было, и особо тоже сравнивать-то не было с чем-то. Но в Германии у меня там товарищ один знакомый ездил, он жил в Мюнхене. И он оттуда привез несколько наших российских монет, но они реально отчеканены на этих, как его, ну, на промышленном уровне. То есть штемпеля, все четко. Вот он привозит монеты. Он привез монету Гангут. Ну, это как бы редчайшая монета Гангут, она как бы, ну, все. Ну, понятно, к ней пристальное внимание будет. Да, если, допустим, рубль Николаевский, к примеру, там привезет какого-нибудь там, неважно, там 898 и 12 смысла им нету делать. А, к примеру, донативные монеты, вот эти донативные сувенирные, их и так мало, и не с чем сравнить. Ну, вот, допустим, Гангут, Трон, Дворик, в простонародье, как их называют. Вот он привез, говорит, посмотри. Ну, есть люди, старые коллекции, я знал, что это фуфло. То есть он привез, говорит, смотри, вот они так производят. Я сравниваю гурт. Нет вопросов. Сравниваю вот эти микро, нет вопросов. Но извините, это 95-й год был. А ну-ка за 30 лет технологии усовершенствовались, Конечно. да просто в разы усовершенствовались. Но если в 95-м мы просто 2 монеты брали, сравнивали, но одна монета была, ну как вот, ну, сертификат абсолютно подлинная, то есть там она все сертификаты. Вот кладем, все, ну нет отличий. Это когда мне 15-рублевую монету принесли, говорит, смотри, говорит, найди, говорит, одно отличие. Я никогда не забуду. Сколько, говорит, времени тебе надо? Ну я говорю, ну хотя бы полчаса. Ну раз ты говоришь, что она вообще просто сделана на ура. Допустим, 15-рублевая монета, ну сертифицированная все, которая прошла полностью отбор. Положил, начинаю смотреть. Да все нормально, нормально. А время уже подходит, полчаса. Ну как бы человеку сказал, а полчаса определю, ну найду этот момент. И уже буквально там, как в тех фильмах, на последних секундах, я говорю, стоп, время. Он говорит, я нашел, говорит, где? Слушай, вот имперская корона, да, наверху. Там же, говорю, на имперской короне 2 жемчужины должны быть, да, а там под лупой, под 15-кратной. Так почему там 2 пятиконечные звезды? Он говорит, красавчик, 5 баллов, полчаса уложился. Маленькие, треть. Какой треть? Четвертая часть, может, 5 даже миллиметра, ну размера. Кружочек вообще не получился, дорезали в звездочку. Да. Они специально это делали. Нет, это не потому, что не получилось. Специально? Специально, да, смотри.
На короне две жемчужины, то есть имперская корона, посередине две жемчужины. Для чего они пятиконечные звезды, знаешь, для чего сделали? Чтобы потом самим туда не влететь. Сделано идеально, все. Чеканенное, гурт, буквы, наклон, вес, проба, все соответствует. Кроме вот этого момента. А это называется высокоточное. Но они вот этот момент делают для того, чтобы потом самим. Но они-то ее продают как настоящую. Ну, когда это было видно, чтобы там звезды были пятиконечные. Ну вот и все. Вот этот вот момент, это именно вот такой вот технологический. С какими этическими дилеммами ты сталкивался в своей практике, особенно если реставрировал и оценивал подозрительные предметы? Ну, ты уже говорил, что отказался припаивать к фуфлу серебряную. Может, еще что-то интересное было такое? Такие вот интересные... С дном, да, ты уже рассказал. Да, с дном я рассказал. Вот и этические такие моменты, это... Ну, опять повторюсь, как бы конструктор, да. То есть, недавно вот, да вот буквально недавно, в позапрошлом году, в принципе, не так давно, значит, подняли, к примеру, вот наподобие вот такого вот знака, как бы, вот часть подлинная, да? Ну, так кто подняли? Ну, да, металлоискатели, да, нашли, к примеру, знак, вот это вот подлинное, да. И, соответственно, как бы, надо было его собрать. Я говорю, ребята, говорю, я могу его собрать, только если вот эта часть вторая, неважно, подлинная или откуда-то, будет подлинная, и я его запаяю, в швы уберу, все сделаю идеально, то есть я восстановлю. То есть, ну это уже как бы не конструктор, да, это, ну вот как битая машина, да, ну что, ну поменяли дверь, новую поставили, ну она ж подлинная, с автоваза или бампер. То есть как бы машина битая, убрали, поставили, вот она Доноры опять новая. машины. Доноры. Найдите мне донора, тогда я буду. Он мне приносит, я смотрю на него, я говорю, я не буду работать. Почему? А что тут не так? Я говорю, да все не так. Да. Качественная копия, качественная. Ну, испортить просто да. вещь. А зачем я на подлинный предмет вот эту вот буду, вот эту, ну, я извиняюсь, Лепнину. в простонародье, да, вот эту лепнину лепить. Ну зачем? Ну и тебе же неприятно будет. Он говорит, подожди, а мне человек уверял, что это, я говорю, все, вот уверял он тебя подлинное, я говорю, не надо, вот неси подлинную. И вот тогда я именно вот отреставрирую, ну, я буду знать, что вот этот донор, он именно вот родной завод-изготовитель в то время, и как бы предмет, он все равно, да, он будет реставрирован, но он подлинный. Да, не спорю, он реставрирован, но он подлинный. А так получается 50% подлинный. Ну, это как у меня по делу проходит чайник с разными клеймами, да. он признан подлинным, с Ну, разных городов. Это вообще тоже фэнтези. Признали подлинным, заключение экспертное, судебная экспертиза. Ой-ой-ой. Какой самый неожиданный антикварный предмет тебе приходилось видеть в продаже, который на самом деле родился в нашем веке? Ну вот мне, например, приходилось встречать на рынке серебряный рожок для кормления младенцев. Это такая воронка серебряная. Ну, тот, кто обзывал это серебряным рожком, он не подумал, что ребенок захлебнется, да, но если это, ему вливать через воронку. Это даже как бы даже глупо слышать, что такое серебряный рожок для кормления Петровских времен. Ну, это серьезно. И там, я так понимаю, это был какой-то, с чего копировали, был какой-то охотничий рог. Да, да. Перевести его в охотничий рог, чтобы он дудел, мозгов не хватило. Поэтому решили переименовать в рожок для кормления. Ну да, они его просто тупо переделали, где-то что-то налепили, где-то что-то убрали. Новодел полный клейм. Ну тем более, да, и тем более это самое. Тебе попадалось что-то подобное, безумное? Ну, сейчас... Дай бог памяти, сейчас надо вспомнить. Что-то было, просто давно было, но вот что-то подобие было. Или как провинанс. Вот тут самые креативные легенды, по моему мнению, были часы Гитлера, которые у меня в ролике проходили. Из приемной Гитлера. Снимал лично Сталин их. Это прям в легенде описано в заключении в экспертном. И 2 штык-ножа этих полицейских, но они с частицами копья судьбы. Да, тоже из кабинета Гитлера. Ну, понятно, да. Такое даже придумать страшно. Фантазия, да, я представляю людей. Видать, они попали в нирвану, действительно. Оттуда вот они пофантазировали. Это даже я не знаю. Это... Предметы в банковской ячейке лежат. Показывают только их фотографии. Это реальная история. Вот она со мной была, я ролик снимал на эту тему.
Не знаю, можно поверить в эту историю тогда, когда конкретно... Когда ты сам ее придумал. Да, вот когда говорят, вот смотри, вот мы нашли монету, она подлинная, пойдем на поле. Вы что, меня в страну дураков на поле чудес зовете, монету, да? Я пойду на то поле, которое я выберу сам, и если сам я найду эту монету на том поле, вот тогда я поверю. А не надо меня на то поле вести. Что делали? Раньше был такой фильм, я сейчас название не вспомню, но персонаж там такой был, это мадам Бельдюк такая была, значит, а играла Андриана Челентано, когда они вот Блеф это, называется. Да, блеф, золото инков, да, золото инков, вот. Не Белунгов, да. Не Белунгов, не инков, да, вот, ну, чуть-чуть неправда, Да, золото шахта. не Белунгов, да. И вот то же самое примерно так же, к примеру, вот идет человек, да, допустим, богатого находит, вот представляешь, мы вот тут поле продаем, ну, площадь, к примеру, да, ну, он там землю, но тут такие предметы ему показывают, ну, хочешь, вот походи ты, и он вот так ходит с металлоискателем, дают ему бесплатно, на, и он раз нашел монетку какую-то, 2-3, он такой думает, ну, все, поле чудес, я этот, сколько, 2 гектара, все, я покупаю, а оно вообще беспонтовое, нет там ничего вообще, вот. И, во-первых, человек покупает это, и дальше он, конечно, ничего не находит. Ну, вот на такую вот как бы жадность. Мой друг Да. купил здание в центре Краснодара, в старом центре. Мгм. Прям в старом центре. И решил выкопать подвал. Мгм. Ну, прикинул, что это будет, во-первых, очень дорого, Ну, а во-вторых, грязно. мгм. Поэтому он отдал свой подвал на разграбление любителям металлодетекции. Да. Он накидал туда монеток Мгм. и предложил им, причем на разной глубине, прям закидывал, запихивал То их есть туда. разные эпохи. Да. И Прослойки. они все перепахали. И когда они уходили, он снова запихивал монетки уже на следующий слой. Ему выкопали подвал почти 4,5 метра в глубину. Ну что, я скажу, По грамотно. площади почти 100. Помножь, получится, сколько кубов земли в мешках Да, вывезли. очень грамотно сделали, да. Вот ему обошлись эти монетки и награды никому не нужны. Та же капонина, которую он у копачей покупал, что-то около там 10 тысяч рублей на разные слои. Да. Прикольно. Антиквариат наоборот. Те продают, да, фуфло всякое. А здесь наоборот. Берешь фуфел, просто насыпаешь в землю и его роют. Да. Причем там многие предметы были фуфло, которое оно состарено. Ну да, они Вот, же. а теперь Ну представь они в себе. кураж вошли. Подожди, представь себе легенду. Они-то подняли это в настоящем месте. В настоящем месте. Они да. выкладывают на форум и говорят, да вот лопата, Да. вот она ржавчина, А вот на вот лопате, это да. отверстие, откуда мы это только вот выкопали. Это не может быть не подлинное, там метр земли еще было. Да. Ну вот, а вот грамотно, да, разводка так называемая, грамотная. Да. Ты знаешь, да, этого человека. Когда ты видишь предмет с патиной, которую нанесли вчера вечером, какое выражение лица стараешься сохранить, чтобы не обидеть продавца? Вот такой, да, с заковыркой вопрос. Ну, Примерно такое же. я лучше просто отвернусь и лицо не буду показывать, потому что, возможно, лицо будет очень страшное. Какие вот самые смешные ошибки современных фуфлодеятелей тебе попадались? Ошибки в написании легенды, пропуск букв, неправильно написанная буква. Дальше клейма криво-косо стоят, вообще они там не должны стоять. Или клейма, которые вообще полностью не соответствуют эпохе. Допустим, человек жил, к примеру, ну, в середине, допустим, 19 века и умер где-то ближе к концу 19 века, да? А клейма уже эти появляются в начале. А как он мог их поставить? После Первой мировой. Да когда его уже в живых не было. Ну, примерно так тоже, блин. Очень зачастую. Не Когда тебе рассказывают легенду про благородную семью, где это хранилось 200, а то и 300-400 лет. У меня такое было. Я говорю, вы что, помните свою прабабушку, которая жила 200 хотя бы лет назад? Можете мне про нее рассказать? Ну вот она была и вот это вот оставила. Ну, Какой первый вопрос к тебе приходит в голову?
но ты вежливо не задаешь его вслух продавцу. Ну, наверное, сейчас лучше тоже его не задавать в эфире. Не вопрос, а утверждение. Да, я, честно, так бы даже сразу не отвечу на такой вопрос. То, что в голову пришло. Да. Ну, оставьте легенду для потомков. Самое мягкое, это что можно сказать. Да. Какой самый безобидный антикварный предмет? Что-то замороченный вопрос, я не могу его даже сформулировать. Ну и, наверное, какие самые распространенные признаки поддельного антиквариата, на этом вопросы заканчиваются, ты замечаешь при первичном осмотре. Вот ты видишь предмет, что ты его чувствуешь, смотришь на него, или тебе надо линейку, или там что-нибудь, циркуль. Вот смотри. Первое мнение, вот это можешь сказать? Первое мнение такое всегда, либо этот, возможно, предмет, вернемся к той истории, либо вот он, допустим, серебряный посеребряный, смотришь на клейма, к примеру, допустим, ну, левый, к примеру, не соответствует образно. Дальше, если это, к примеру, монета, там, ну, звон, там, к примеру, весовая норма, там, проба соответствия, ну, то есть, как бы много этих критериев. Но это циничные критерии. Да. А есть критерии, вот, которые невозможно объяснить? То есть, Ну, вот ты там взял, да, видишь предмет и чувствуешь, ну что-то он не тем пахнет. Или не вот знаю, был или момент, принесли мне вот эти китайские копии, да, они латунь посеребряная, мне предмет принесли, я такой смотрю, я говорю, ну это, ну, фуфло, он говорит, как? Я говорю, а ты вот так понюхай. Он говорит, на меня, в смысле, а что, собакой нюхать у меня? Я говорю, да я ж тебя не заставляю, как собака, след искать. Просто запах почувствуй. Он такой, раз, чем пахнет? Он чем-то пахнет, ну чем? Ну, гильзой, я ему подсказку, точно, говорит, гильзой, ну как гильза. Ну, у гильзы латуни определенный запах. Пальцами трогаешь, сразу да, кислота ну еще разъедает. так по три. Гильза. Я говорю, ну а вот тебе серебро. А ну чем-то? Он говорит, ничем. Ну вот тебе. Он говорит, слушай, Копперфильд отдыхает. Я говорю, вот Вы так вот, услышали, друзья? Вот так лайфхак вам. Да, лайфхак по запаху. Если ничего да. нет, ни лупы, да. ни весов. Ну если обоняние хорошее. Насморка нет, да, если коронавирус миновал. Ну реально, действительно, вот бывает, я вот взял как бы вот предмет, действительно, вот как вот смотришь, ну вот близко ты как бы вот, и ты чувствуешь вот запах от предмета не тот идет, вот реально, вот во-первых, ни старины нету никакого запаха, во-вторых, какой-то вот запах посторонний, цинк, медь, латунь, вот такой какой-то. Ну газ какой-то начинает выделяться, да. кожная кислота по-любому. Действительно, вот от предмета вот сам по себе вот и реально как бы запах, а тут вот действительно запах гильзы, он реально его никуда не скроешь, латунь у нее действительно специфический запах. Ну понятно, что у серебра нет такого, и у золота тем более запаха, а вот в это есть. Ну вот этот один из вариантов. Ну а второй вариант, вот бывает как, вот ну такое мнение первое, вот берешь предмет вот в руки и вот чувствуешь, ну как вот теплоту, ну вот реально как бы в себе что-то несет, а бывает просто красивый предмет, а ноль, ничего не несет. Вот я вот об этом вот и говорю. Ноль. Что это за ощущение? Невозможно, это невозможно объяснить. Может потому что практика, может потому что ну как бы много предметов, ну как бы не просто держал, ведь реставрировал их тоже очень часто, и как бы, и это уже, ну это как по наитию, я не знаю, как это объяснить. Там вот, есть какая-то энергетика, просто мы ее не можем объяснить. Да. Это как сахар, если бы мы не знали, какой он на вкус, Да. то он бы нам не нравился. Очень сложно вот этот момент, вот внутренний, вот, ну как что-то чуйка, есть такое. Ну чуйка, да. Согласен, что чуйка, есть, что да, ты чуйка. вот смотришь Да. на предмет, а если взял его в руки, то вот какая-то чуйка говорит, Да. это фуфел. Вот. Да, есть такое мнение. Нету вот в нем энергии есть, старины, нету. вот как ты правильно Вот, да. Нет, у каждой старины у нее есть энергия, Да. вот она специфична очень, объяснить ее невозможно, но кожей ее чувствуешь. Да, почему? Потому что, ну, как бы, ведь эпоха, она оставляет свой след, вот в любом случае. Ну, вот, допустим, там вчера, к примеру, отлили какой-нибудь подстаканник. Ну, ноль в нем, вот его отлили, он пока его не пользовались, вот принес, ну, образно, да?
Или, допустим, подстаканник, который переходил в поколение, и какая-то вот чувствуется вот энергетика, вот просто Его трогали, невозможно. на да. нем обязательно были следы Да, бытования. бытования. А когда ты насмотрелся на старые вещи подлинные, у тебя в мозгу остается шаблон. И когда ты Конечно. берешь предмет, и тебе говорят, что это подлинный, а ты смотришь по возрасту и понимаешь, что там следов бытования, как бы его ни передвигали, Да, там, да, или да, наоборот да. его прятали на антресоли, там тоже свои специфические Согласен, следы. согласен. И если даже в коробку закрывали, то от коробки должен быть след. Обязательно, обязательно. Если ты видишь, что это мозг уже даже подсказывает, что смотри, Да, да, там да. нету вот Здесь, этого и вот этого. ну, Но если убрать вот эти ощущения, ну, скажем так, про энергетику Да. не говорить, то это фотографическая память, которая подсказывает, Да. либо здесь этого не должно быть, либо здесь этого не хватает. Я вот так конечно, это вижу. конечно, все верно, так и есть. Спасибо, Всё правильно. Сергей. Очень Да. круто. Мне понравилась наша очередная дискуссия. Раскрыли много тем. Подписывайтесь на канал Антикварный Ареал в Телеграм. Мы там рассматриваем различные антикварные подделки и собрали огромную коллекцию фальшивого антиквариата. И каждый из вас может встретить там И, свой предмет. да, и самое главное, знаете, такая хорошая поговорка была: в споре рождается истина. Не бойтесь, никогда обращайтесь, звоните, консультируйтесь. В споре рождается истина. Да, сколько людей, столько мнений, но именно в этом рождается истина. Потому что когда у человека есть свое субъективное мнение, это одно. Но когда это мнение выносится на определенный уровень людей, На общественную на площадку. общественную, да, Да. на общественную площадку. Там, где каждый может высказать свое Он мнение. высказывает четко. Ну и каждый, который действительно в этом понимает, он аргументирует. Обязательно должно все аргументировано быть, а не так. Я так вижу. Вот. И ведь может Да. кто-то увидеть Да. такой нюанс, которого ты не видишь. Конечно, нет. Это ну, как площадка для обучения, Да, по сути. да. Ты выставил, и тебе говорят, смотри, оно подделка, Да, потому конечно. что вот так, Да, потому да, что да, да. в каталоге Аргумент- вот да. так, либо на примере там какой-то вещи вот так вот, а у тебя вот этого нет. Да, любая как бы предмет должно быть аргументировано, и от этого складывается все дальнейшее. Все это поэтапно, это не так сразу. Пришел, увидел, победил. Нет. Это все надо скрупулезно, аккуратно смотреть, детально изучать, и потом уже прийти к выводу. А у меня очень часто было такое вообще странное объяснение. А я так вижу. Да. Вот и после этих слов, а я так вижу, я даже спорить не буду. Ну, это курятник. Ну да, ребята. я спорить не буду. А почему Да. это подлинник? Да потому что у меня такое мнение. Да. А я его высказываю только когда хочу. Такая отговорка. Да. Мой любимый Ну, курятник, к да. сожалению, это очень часто такое. Пожелай чего-нибудь нашим Ну зрителям. что, я желаю, уважаемые зрители, уважаемые Антикварам, да. коллекционеры, да, антиквары, чтобы поменьше, так сказать, было вот таких в жизни неприятностей, когда вот приносят подделки, фуфло, копии разные. И побольше все-таки, как говорится, знаний набирайтесь не только вот вы с интернета, как бы интернет это интернетом, но самообразовывайтесь. Вот это самое главное. Если человек сам хочет самообразовываться, он к этому стремится, он этого достигнет. Вот. Самообразование, я считаю, это самое главное. Вот меня никто не учил, я сам самообразовался. Я так не ходил на какие-то курсы. То есть вот реставрацией занимался, у меня не было ни курсов, ничего. Просто методом проб и ошибок. Вот это все знания, это все методом проб и ошибок. Ну, к сожалению, у меня так, может у кого-то по-другому будет. Но я именно высказал свое мнение, как вот у меня вот получается, как я могу это все аргументировать. Спасибо за внимание. Да. Приходите еще, подписывайтесь на Антикварный Ареал, сквозное название на всех площадках. До новых встреч. До новых встреч. Удачи вам.